Здравствуйте, с вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Ваш ребенок не только хочет поближе увидеть Луну, но и любит конструкторы. Ему нравится крутить винты и затягивать гайки. Если это так, то модель сегодняшнего обзора как раз для него. Телескоп Арсенал Discovery 60/700. Поставляется в разобранном виде, и перед наблюдениями его предстоит собрать до полноценного оптического прибора. Под красочной картонной оберткой мы находим пластиковый чемоданчик с удобной ручкой для переноски, с двумя прозрачными окошками и с двумя пластиковыми защелками. Раскроем кейс и рассмотрим наш конструктор. Все детали телескопа закреплены в специальных ячейках и углублениях. Здесь и компас, и разобранная тренога, и труба телескопа, и множество оптических аксессуаров, и, конечно, крепеж в картонной коробочке. Кроме того, в конверте А4 находим карту Луны, CD-диск с программой-планетарием Stellarium, небольшую подвижную карту звездного неба и многоязычную инструкцию по сборке и эксплуатации. Не будем раскрывать интригу сборки, пусть ребенок разберется самостоятельно. Заметим, что буквально через десяток-другой минут конструктор превратится в настоящий телескоп на раздвижной треноге, вилочной монтировке и с презентабельной трубой. Рассмотрим трубу поближе. В передней части металлического корпуса, внутри крупной пластиковой бленды, установлен двухлинзовый объектив диаметром 60 мм с однослойным фиолетовым просветлением. В нижней части трубы закреплен фокусер с посадкой 1/4 дюйма. Он полностью пластиковый, с реечным механизмом подвижек, однако вполне справляется с задачей наведения на резкость. Чуть выше фокусера установлен прицел. Это оптический искатель с перекрестием и увеличением 5 крат. Он однолинзовый в пластиковом корпусе, но направить телескоп на яркий объект он поможет. Не забудьте выставить его соосность с трубой телескопа. Для удобства наблюдений небесных объектов имеется 90-градусная диагональ, тоже с пластиковым корпусом, но с весьма неплохим зеркальным покрытием. Изображение будет прямым зеркальным, что для астрономических наблюдений не принципиально. Для земных наблюдений с правильной ориентацией картинки вместе с окуляром нужно установить оборачивающую линзу с кратностью 1,5. Диагональ при этом не применяется, и наблюдения ведутся как в подзорную трубу вдоль оптической оси. В белых пластиковых тубусах находим 3 окуляра и синий светофильтр, который может быть вкручен в металлическую юбку любого из окуляров. Он уменьшит яркость Луны и подчеркнет контраст мелких деталей. Окуляр 20 мм дает увеличение 35 крат и рассчитан для обзорно-поисковых наблюдений как астрономических, так и наземных объектов. К сожалению, корпус окуляра пластиковый, наглазников нет, оптика не просветлена. Окуляр 12,5 мм с увеличением 56 крат имеет такую же бюджетную конструкцию. Он подойдет для более подробных наблюдений Луны, ярких планет, двойных звезд, а также наземных объектов при хорошем освещении. А вот окуляр 4 мм рассчитан на увеличение 175 крат, что существенно превышает максимально полезное для этого телескопа. Поэтому вряд ли он будет востребован как при астрономических, так и при наземных наблюдениях. Проверим окуляры на деле. Оборачивающая линза и окуляр 20 мм дают увеличение 52 крата. Ориентация картинки правильная, имеется виньетирование и искажение, вносимые оборачивающей линзой. С этим же окуляром и диагональю на увеличении 35 крат картинка зеркальная. Поле зрения, хотя и небольшое, но без виньетирования. Аберрации малозаметны. Окуляр 12,5 мм и диагональ на увеличении 56 тоже показали вполне неплохую картинку. Контраст, конечно, уменьшился, аберрации увеличились, но мелкие детали различались уверенно.
А вот с окуляром 4 мм, который оказался 6-миллиметровым и дал увеличение 117 крат, поле зрения выглядит как замочная скважина. Изображение темное с большими искажениями. Вернемся к окуляру 12,5 мм и направим телескоп на Луну. На нашем спутнике заметно достаточно подробностей, и без сомнения вид десятков кратеров понравится вашему ребенку. У Юпитера на увеличении 56 крат различим небольшой диск, хорошо видны и 4 Галилеевы спутника. За полчаса наблюдений можно заметить движение спутников относительно планеты. В окуляр 20 мм на увеличении 35 крат можно наблюдать звездные поля и яркие звездные скопления. Пара рассеянных скоплений в созвездии Персея оказалась вполне по силам этому телескопу. Что же, подведем итог. Для телескопов начального уровня эта модель имеет вполне достойную конструкцию, трубы и механики. Наличие кейса выделяет его из аналогичных моделей, но это палка о двух концах. Будет плюсом для хранения и транспортировки, но будет минусом по времени подготовки к наблюдениям. Сменные аксессуары, конечно, желают лучшего, но они не хуже, чем у таких же бюджетных моделей, да и пополнить комплектацию всегда возможно. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Арсенал Discovery 60/700 можно рекомендовать увлеченному и пытливому ребенку как в качестве первого телескопа, так и в качестве своеобразного конструктора. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.